Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с новым узорчиком для очередной шали. Напоминаю вам, что вы можете заглядывать в плейлист шали на канале и смотреть много других интересных моделек, а также не забывайте заглядывать в другие плейлисты. Итак, по порядку. Сегодня у меня будут ниточки Alize Angora Gold Simli. Напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Так? Я рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. И нам рекомендуют производители брать крючок от 2 до 4. Идем дальше. Цвет, смотрите, 114. На камеру передается такой, как он есть на самом деле. Я, смотрите, для этих ниточек беру крючок номер 3, потому что я вязала крючком номер 3, и меня, в принципе, все устраивает. Вы точно так же берете свою пряжу, изучаете аннотацию к ней, подбираете крючок согласно рекомендациям производителя, а также своей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, для новичков маленькое отступление о ниточке. Смотрите, если я ее так вот немножечко распутаю, видно, что она состоит из 3 ниточек. Это шерсть, акрил и металлик. Так? Ниточка шерстяная, она в себе содержит вот такие вот небольшие ворсиночки. Эти ворсиночки могут за тоненький крючок, да, цепляться. Поэтому сильно тоненький крючок не берите. Берите чуть, так скажем, потолще, особенно новички. И не забывайте, что заранее продумывайте, что вы будете вязать, потому что вот эти ворсиночки могут цепляться. И если вы ошиблись, вы, когда будете распускать свое вязание, то это будет сделать очень сложно. Возможно, но сложно. А так, в принципе, шикарное изделие получается из данной ниточки. Смотрите, для начала я вам прикладываю сюда схемку будущей шальки. Очень простая схемка. Кто умеет вязать по схемке, вяжите, сами себя контролируйте. Новички, кто не умеет вязать по схемке, мы сейчас с вами все этапы разберем, так что не волнуйтесь, не переживайте. А потом вы уже самостоятельно можете сами себя контролировать по этой схеме и вязать такого размера шаль, который вы захотите. Итак, смотрите, для начала мы делаем петельку фиксации, то есть все как всегда, как мы начинаем вязание. Теперь мы сделаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Возвращаемся к самой первой петельке, да, вот это вот 4-я наша петелька. Возвращаемся к ней, ныряем в нее, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Возвращаемся сюда же, в эту же петельку, и провязываем столбик с накидом. Точно так же, по 2 петельки. 2, 2. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Возвращаемся сюда же, в эту же петельку, и провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. То есть вот наш первый ряд, ничего сложного. Вот получается сердцевинка, да, и дальше, получается, будет расти шалька вправо, рука, да, так скажем, влево рука, и, получается, кончик нашей шальки будет расти там до пояснички, у кого там до колен, там, и так далее, поняли, да, а это будет шейка у нас, ну, увидите. Смотрим по схемке, сами себя контролируем. Дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И теперь смотрите, делаем 2 накида и ныряем вот в эту арочку. Вот 2 воздушные петельки. Мы в эту арочку ныряем и с вами провязываем 9 столбиков с 2 накидами. Смотрите. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот, это столбик с 2 накидами. То есть ничего сложного, просто 2 накида. А дальше провязывайте, как всегда, по 2 петельки. Второй столбик с 2 накидами. 1, 2. Сюда же. Третий столбик с 2 накидами. 1, 2. Четвертый столбик с 2 накидами. 1, 2. Пятый столбик с 2 накидами. 1, 2. Шестой столбик с 2 накидами. 1, 2. Седьмой столбик с 2 накидами. 1, 2. Восьмой столбик с 2 накидами.
Раз, два. 9 столбик с 2 накидами. Угу. Вот такой интересный большой веерочек, высокий. Далее смотрите, что мы делаем. Опять делаем 2 накида. Раз, два. И вот наш столбик с накидом по центру. Мы в верхушку ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. Вообще ничего сложного, так? Все. Дальше перепрыгиваем в следующую арочку. Вторая половинка нашей шальки. Раз, два, в арочку вот в эту ныряем и опять провязываем 9 столбиков с 2 накидами. Поняли, да? То есть мы провязываем точно такой же большой веерочек с этой стороны. Сами справитесь? Давайте еще 8 столбиков вот в эту арочку, и я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такая первоначальная красота у нас должна получиться. Как мы заканчиваем ряд? Смотрите, опять делаем 2 накида, так? И вот мы возвращаемся, получается, у нас, помните, 3 петельки подъема мы делали? Мы в третью петельку подъема ныряем и провязываем столбик с 2 накидами, и на этом наш ряд закончен. Угу. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. 1 накид мы сюда делаем. И сюда же, в этот же столбик ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И сюда же опять возвращаемся и провязываем столбик с накидом. Ну, как бы вот такая вот рогаточка у нас сформировалась. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. Отсчитываем 5 столбик вот в нашем веерочке. Раз, два, три, 4, 5. То есть получается у нас веерочка состоит из 9 столбиков, что сюда слева направо, что сюда справа налево. Это будет самый центральный столбик. Вот мы в него нырнули и провязали столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять сюда же вернулись и провязали столбик с накидом 2. И у нас с вами сформировалась опять очередная рогатка. Видите? Ничего сложного. И опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите. Вот наш веерочек закончился. И помните, у нас был центральный столбик с накидом, потом центральный столбик с 2 накидами. Вот к этому центральному столбику с 2 накидами присоединяемся и провязываем столбик с 1 накидом. Раз. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Возвращаемся опять сюда же, провязываем столбик с 1 накидом. 2 воздушные петельки. Раз, два. И возвращаемся опять сюда же и провязываем столбик с 1 накидом. И у нас получилась вот такая вот, как бы назовем ее, двойная рогатка, да? Рогатка-рогатка. И идем дальше, возвращаемся, получается, ну, до конца ряда провязываем, точно так же, как провязывали мы правую сторону. Также и левую. 2 воздушные петельки. Раз, два. Вот наш веерочек, да, из 9 столбиков. Считаем 5 столбик. Раз, два, три, 4, 5. Он и будет центральным столбиком веерочка. Ныряем в него и провязываем рогаточку. Столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Вот, рогаточка. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь смотрите. Вот у нас был последний, получается, наш столбик. Здесь были 3 петельки подъема. Вот мы в третью петельку нырнули и провязали. Столбик с накидом раз. 2 воздушные петельки. Формируем еще одну рогаточку. И столбик с накидом 2. А заканчиваем, получается, мы наш ряд делаем 2 накида. Так. И последний наш столбик будет столбиком с 2 накидами. Смотрим по схемке, контролируем. Все, вот наш ряд очередной закончился. Вот такая по итогу красота. Угу. У вас также получается рогатка, 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 двойная рогатка. Идем дальше. Для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Вот нашу рогаточку, вот в эту, мы должны будем провязать столбики с 2 накидами опять в количестве 9 штук. 2 накида и ныряем. Провязываем. Раз, столбик с 2 накидами. 2, столбик с 2 накидами. Ну, я быстренько, потому что уже понятно, как провязывать столбики с 2 накидами. Дальше это у нас 4, столбик с 2 накидами. 5, столбик с 2 накидами.
6, 7, 8 и 9. Угу. Вот, веерочек. Идем дальше. Смотрите, после веерочка мы должны сделать вот над этой рогаточкой еще одну рогаточку. Сразу же, сразу же. Накид, один накид. Нырнули в рогатку и провязываем столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два, то есть точно такая же рогатка, ничего особенного. И опять сюда же вернулись, в эту же рогатку, и провязали столбик с накидом. Угу. То есть здесь у нас столбики с 2 накидами, а здесь рогаточка, столбик с 1 накидом. И далее, смотрите, накид. Вот у нас опять рогатка, то есть мы должны будем с вами провязать сюда 9 столбиков с 2 накидами. Поняли? Дальше в центральный столбик, вот точно так же, как и здесь, столбик с 2 накидами. И в следующую рогатку опять 9 столбиков с 2 накидами. Поняли? Справитесь? 9 столбиков. В центральный столбик 1 столбик. И опять в арочку 9 столбиков и все столбики с 2 накидами. Попробуйте самостоятельно. Давайте, я уверена, что у вас получится. А после этой арочки я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, ну что, справились? Я уверена, что справились. Провязали вот в эту арочку 9 столбиков с 2 накидами. Центральный столбик, 1 столбик получается с 2 накидами. И в следующую арочку 9 столбиков с 2 накидами. Все по схемке, да? Наблюдайте. Проверяйте, контролируйте. Дальше, после вот этого большого веерочка, мы должны будем точно так же, как вот мы справа провязывали, да? Так и слева повторяем. Мы в арочку провязываем рогатку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. Угу. То есть мы зеркально повторяем все, что справа. Далее у нас, смотрите, опять идет наша вот эта вот арочка с рогаточкой. Мы точно так же провязываем 9 столбиков с 2 накидами. Скажите, вообще не сложно, да? Увидели арочку, рогаточку и провязываем 9 столбиков с 2 накидами. Сами справитесь? Давайте, самостоятельно 9 столбиков, осталось еще 7. И здесь я в конце ряда вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, у вас такая же красота получилась, да? Вот мы в рогаточку провязали 9 наших столбиков с 2 накидами и заканчиваем ряд. 2 накида и вот в третью петельку подъема нырнули и провязали столбик с 2 накидами. Все, ничего сложного. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Следующий ряд будет состоять у нас из одних рогаточек. Накид, 1 накид. Сюда же вернулись и провязали столбик с 1 накидом. Есть. 2 воздушные петельки. 1, 2. Сюда же возвращаемся и провязываем еще 1 столбик с накидом. И у нас формируется вот такая вот арочка-рогаточка. 2 воздушные петельки. Веерочек. В веерочке отсчитываем 5 столбик. Он будет самый центральный. 1, 2, 3, 4, 5. Нырнули в него и провязали столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. Возвращаемся сюда же и формируем нашу рогаточку. Столбик с накидом. Угу. Еще одна рогатка. 2 воздушные петельки. Смотрите, дальше у нас идут рогаточки. Рогатка, рогатка. И мы еще одну третью сюда же сделаем. Столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки. Вернулись. Столбик с накидом 2. Угу. Между рогаточками всегда по 2 воздушные петельки. 2 воздушные петельки. Следующий веерочек наш. Опять точно так же отсчитываем 5 столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Так, беремся за верхушку 5 столбика и провязываем. Столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки. И сюда же вернулись, провязали столбик с накидом 2. Еще одна рогаточка готова. 2 воздушные петельки. Теперь наша задача с вами провязать вот в наш центральный столбик, да, вот он центральный столбик, провязываем двойную рогаточку, то есть столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки, возвращаемся сюда же, столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки и возвращаемся сюда же, столбик с накидом 3. Вот вам получается, как назвали ее двойная такая рогаточка, да? Вот точно так же, как и здесь, точно так же, как и здесь. Ничего сложного.
Дальше 2 воздушные петельки. И теперь вы будете повторять слева все то же самое, что мы с вами провязали справа. То есть над веерочком, так, в центральном столбике вы провяжете рогаточку, над рогаточкой рогаточку, над веерочком, над центральным столбиком пятым провяжете рогаточку. Ну а в конце ряда я вас встречу. Договорились? То есть вы повторяете все то же самое, что мы провязали с вами только что. Я думаю, что несложно. Опять же, схемка перед вами, у вас получится. Давайте, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы левую сторону провязали, да, все ровненько, аккуратненько, точно так же, как и правая сторона. Как мы заканчиваем наш ряд? После последней рогаточки, которая вот над веерочком, сделали 2 воздушные петельки. Теперь накид. И вот у нас были петельки подъема. Мы в третью петельку подъема ныряем, провязываем столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки, столбик с накидом сюда же, аккуратненько, 2. А потом делаем, смотрите, 2 накида. 1, 2. И заканчиваем наш ряд столбиком с 2 накидами. Все, ничего сложного. Еще один ряд у нас готов. Арочки мы сделали до рогаточки для следующих веерочков. Итак, для начала, смотрите, опять мы делаем с вами 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И вот в нашу самую первую, получается, арочку-рогаточку мы провязываем 9 столбиков с 2 накидами. Угу. Итак, 1, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. А далее получается в шахматном порядке. Вот над этой рогаточкой у нас будет рогаточка сразу же. Столбик с накидом, с одним накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же еще один столбик с накидом, с одним накидом. Угу. То есть все рогатки у нас тут то с одним столбиком, вернее, с одним накидом. Далее, смотрите, в шахматном порядке. 2 накида, и в следующую рогатку, видите, мы будем делать 9 столбиков с 2 накидами. Поняли? То есть у нас, получается, растет по площади наша шалька. И, естественно, рисуночек будет немножко как бы смещаться, да, в шахматном порядке. Но вы не запутаетесь, потому что будет чередоваться. Большой веерочек и рогатка. Большой веерочек и рогатка. Угу. Так, сейчас я еще провяжу один веерочек. Покажу. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Опять, как только провязали веерочек, вот точно так же, как самый первый, следующая, получается, у нас будет рогатка. Вот она идет. Это будет провязываться как рогатка. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. Угу, поняли? То есть в шахматном порядке, друг за дружкой. Веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. Значит, дальше у нас будет веерочек. И вы помните, да, что у нас центральный веерочек, вот как здесь провязываете. 9 столбиков с 2 накидами. В центральный столбик 1 столбик с 2 накидами. И в следующую арочку 9 столбиков с 2 накидами. Угу. Давайте самостоятельно провяжите. Получается 2 веерочка. И здесь я вас встречу. Договорились? Несложно. Следите за схемкой. У вас все получится. Давайте. Итак, у вас такая же красота получается. Смотрите, вот веерочек, рогаточка, веерочек, рогаточка. Вы самостоятельно провязали веерочек, столбик центральный, веерочек, да, из столбиков с 2 накидами. Далее по порядочку у нас после веерочка идет рогатка. То есть мы сразу же делаем 1 накид и провязываем сюда рогаточку в рогаточку. 2 воздушные петельки и опять сюда же вернулись и провязали столбик с накидом. Далее, получается, у нас идет веерочек. Поняли, да, принцип? Веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. То есть делаем 2 накида и сюда же провязываем 9 столбиков с 2 накидами. То есть ваша задача повторить все то же самое, что мы провязали справа.
Вот рогатка, значит рогатка. После рогатки веерочек, веерочек, веерочек. Поняли, да? Дальше будет у нас рогатка, рогатка, как и здесь. Последний получается у нас веерочек, веерочек. Поняли? И в конце ряда я вас встречу. Не сложно? Давайте, вы справитесь. Я здесь вас встречаю. Так, ну что, такая же красота. Веерочек, рогатка, веерочек. И мы сейчас с вами заканчиваем ряд после нашего веерочка. Смотрите, делаем 2 накида. И вот у нас здесь были 3 петельки подъема. Опять в третью петельку нырнули аккуратненько. И провязали столбик с 2 накидами. На этом этапе ваша схемка заканчивается. Но вы должны понимать, что у нас получается схемка представлена 2 рядами. Один ряд это у нас рогаточки, второй ряд веерочки. Один рогаточки, второй веерочки. То есть следующий ряд у нас будет рогатки. Итак, опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Рогатки у нас все с одним накидом. Поняли, да? Сюда же нырнули, провязали столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И опять сюда же вернулись и провязали еще один столбик с накидом. То есть как формируются рогатки, вы поняли. Что между рогатками по 2 воздушные петельки. 1, 2. Да? И отсчитываем опять 5-й столбик. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-й столбик нырнули и опять провязываем рогатку. Угу. Опять 2 воздушные петельки и вернулись сюда же и закрыли нашу рогаточку. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Далее идет рогатка. И мы ныряем рогатка в рогатку. Все. 2 воздушные петельки и опять сюда же провязываем столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. Отсчитывайте. В веерочке 5-й столбик. 1, 2, 3, 4, 5. И по 5 провязывайте. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки, столбик с накидом сюда же 2. Опять 2 воздушные петельки, 1, 2. Опять идет рогатка. И мы ныряем в рогатку рогаткой. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки, столбик с накидом 2. Поняли, да? Между рогатками по 2 воздушные петельки. Вообще не сложно. Давайте до середины провяжу сейчас 2 воздушные петельки. Опять отсчитываем 5-й столбик. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-й столбик нырнули и провязали рогатку. 1. И сюда же 2 столбика с накидом. Опять 2 воздушные петельки. И помним, что вот наш центральный столбик, да, столбик с накидом, столбик с 2 накидами. Беремся за верхушечку и провязываем сюда двойную рогатку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки, столбик сюда же с накидом 2, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 3. Дальше возвращаемся, получается, по второй половинке нашей будущей шали, точно так же рогаточками. Угу. Не сложно? Не сложно. И что самое интересное, каждый раз вы начинаете ряд, вот, да, получается, вы провяжете, так, и у вас будет дальше следующий ряд веерочки. Точно так же в шахматном порядке. Веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. И опять будут 2 веерочка. Понятно? Следующий ряд опять рогаточки. Потом опять веерочек, рогатка, веерочек. Не запутайтесь вообще. И самое интересное, что у вас потом будут формироваться, видите, веерочки будут в шахматном порядке. Очень-очень будет красиво. Давайте мы увеличим наш образец на несколько рядочков. Так? Схемка перед вами. То есть вы просто-напросто уже поняли принцип узорчика. Смотрите, наблюдайте за схемкой. У вас все получится. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Да, смотрите, какая красота. И совсем не сложно. По краешку все время у нас веерочки. Да? 2 рядочка повторяются. Все четко, красиво, аккуратненько. По центру веерочки красивые. Смотрите. Как вам? Хотите быстро связать шаль, либо сделать подарок, берите этот узорчик, свяжется очень быстро. За счет того, что у нас получается здесь веерочки, высокие столбики, да, за счет этого и много воздушных петелек в арочках. Быстро свяжете. Вот такая красота. Для новичков самое то, и для опытных мастериц тоже. Угу. Ниточки, смотрите, как переливаются. Конечно, видно, где изнаночка, где лицевая. Это получается изнаночная сторона, да, это лицевая сторона.
Хотите, можете делать обвязочку, какую захотите, на ваше усмотрение. Здесь вас никто не ограничивает. Захотите, можете сделать бахромочки, да, захотите, можете сделать небольшой платочек, да, может быть, у вас будет по уголкам кисточки. Если захотите, можете сделать шаль до пояса, до поясницы, да, можете до колен сделать, то есть на ваше усмотрение. Она может быть огромная, может быть такая средних размеров, да, и так далее. Естественно, смотрите, сколько у вас пряжи уйдет. Так скажем, больших, хороших размеров пряжи 5 моточков уйдет однозначно. Так что планируйте, сколько вы будете вязать. Рассчитывайте, вяжите с удовольствием, сохраняйте себе в плейлисты свои, да. Надеюсь, видео вам сегодняшнее понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментировать, подписываться на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Точно так же заглядывайте в другие плейлисты, смотрите другие видео. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.